путешествий без потери не бывает. Это точно. Как-то, блин, совсем уже так жарко, поэтому решили сейчас свернем где-нибудь к морю. Жилетки надо намочить и ехать дальше вот так вдоль побережья, потому что немного хочется все-таки охладиться. Мы продолжаем путь к нашей сегодняшней цели. Нам хочется увидеть единственную в Европе пустыню, которая называется Табернас. Да, тут такая дорога. Также называется небольшой городок в самом сердце пустыни. Именно там мы планируем остановиться на ночь. Кто хочет ехать в Марокко, то в принципе можно и тут приехать и покататься то же самое. Да, это ты вроде бы на континенте, а вот туда вот переехать через море, ты уже как бы на другом континенте. Но мы еще с вами увидим Марокко. Как это будет, вы узнаете позже. Охладившись немного у моря, мы выдвинулись дальше. Нам предстояло немного проехать по автомагистрали и, наконец, увидеть величайшее ландшафтное чудо. Вот здесь вот ты не понимаешь, где ты находишься. Находясь здесь, ты испытываешь противоречивые ощущения. С одной стороны, изумительные склоны и овраги, с другой стороны, пребывание в полной засушливости. Таки вот эта местность Голливудом, наверное, была не зря выбрана для съемок своих вестернов. Начиная с 60-х годов, здесь, в пустыне Табернас, были воссозданы декорации поселений Дикого Запада для съемок вестерна. Welcome. Именно здесь и сейчас нам предстояло погрузиться в атмосферу Дикого Запада. Мы сейчас реально находимся на Диком Западе. В этом месте не одна такая локация. Сейчас это все частная территория. Когда-то здесь стояли только декорации, но со временем все внешние стены были переоборудованы. Все было построено в натуральную величину, от гостиницы, банка и церкви до офиса шерифа. Сейчас здесь для привлечения туристов и для полного погружения в жизнь Дикого Запада устраиваются очень интересные костюмированные шоу. Очень-очень рекомендую. Оно того стоит 100%. Мы добрались до города Табернас. И я не обманул своего подписчика. Один подписчик меня спрашивал, говорит: Саня, ты сегодня ночевал в лавандовом поле. Вчера ты ночевал в винограднике. Что будет дальше? Ответил: дальше, возможно, пустыня, но... И вот сейчас мы едем в отель, который находится
в самой крупной в Европе пустыне. Поселились за 43 евро. И, друзья, напоминаю, сегодня футбол. Швейцария проиграла Англии. Ночевавший во Франции, Франция проиграла Испании. И вот я в Испании. Но я считаю, что победит Англия. Испания все-таки выиграла. Ну вот как-то так, наверное, я сегодня посплю. После такой ночи очень сложно сказать эту фразу. Доброе утро, мой малыш. Не знаю, какое оно доброе. Гуляния продолжались до 4 утра, и шум не утихал. Ну что, с Богом? Городок Табернас очень маленький. Его население 3000 человек. Он весь пропитан вестерном. Это чувствуется во всем. В домиках, в граффити. Они живут этим. Кроме, конечно, вчерашней ночи. Вся Испания жила футболом. Сегодня нам нужно проехать 300 километров. При этом Километров 200 мы сейчас будем ехать еще по пустыне. И снова нас ждет пустыня. Вот какое-то какое-то заведение было. за все время здесь было построено более 50 съемочных площадок. Еще один такой парк. До наших дней дожило только 6. Остальные разрушены пустыней, либо заброшены людьми. Это место, где ты перемещаешься на Дикий Запад. Мы покидаем этот прекрасный и необычный регион. Держим путь на север. Двигаемся в сторону Гранады. Для этого нужно было проехать по автомагистралям. В Испании очень хорошо развита сеть автомагистралей. А вот платные они или нет, я так и не узнал. Хотя автомагистрали это удобно, но очень скучно и начинают напрягать. Нужно было вносить изменения. И они не заставили себя долго ждать. Снова путь в горы и снова серпантины. Такие хорошие серпантины, так что держись, котень. Именно эти горы отправили нас в уникальный природный парк Торкаль де Антекера. Я таких гор еще не видел во время своего путешествия. А это долина растущих камней. И реально это какая-то долина привидений. Когда наверх поднялся и температура с 35 упала до 27, то как-то так аж холодно стало, такие мурашки пошли. Но виды здесь просто впечатляют. Природный парк Торкаль де Антекера имеет площадь 12 квадратных километров и известен своими причудливыми формами. Такое впечатление, что гигантские какие-то тролли и выложили эти все камни. На самом деле, это все силы природы, которые творят чудеса. И в течение 200 миллионов лет создают всемирное наследие человечества.
Я по-прежнему не ищу легких путей, то я думал, что буду один не искать легких путей, теперь с Катей. В этот раз мы решили поехать вопреки навигации. Наверное, она что-то знала. Это была дорога без единого намека на тень. Температура воздуха росла на глазах. Мы поехали только что такой дорогой, даже карта памяти на видео, она просто сдохла. Температура была 37 градусов. Камера перегрелась. Батарея одна вздулась. Там была просто катастрофа. Но это приключение. Это круто. Мы сейчас спустимся где-то к озеру уже какому-то. Вот там. Вон. Не без приключений, но мы добрались к национальному парку Каминито-дель-Рей. Эта дорога вообще идет не туристическая, поэтому вот мы тут пытаемся выехать. Машины перегреваются. 37 градусов. Но это не самая высокая температура, которая была на нашем пути. Мы выезжаем к озеру и поедем по дамбе. Здесь расположены 3 крупных водохранилища. Самое старое из них – это Гайтанехо. Оно было построено в 1924 году. Дамба имеет высоту всего 34 метра. Водохранилище вплотную подходит к ущелью Гайтанес, через которое проходит уникальная дорога. Вон они, те мосты. Посмотрите на вот эту дорогу. Она была построена в 1905 году, как вспомогательный путь для рабочих, строивших плотину на другой стороне ущелья. Чтобы туда попасть, нужно пройти вот такой вот путь, как люди идут, только в сопровождении гида. После окончания строительства тогдашний король Испании прошел по этой тропе. Вот такое вот прикольное место. С того момента она имеет название «Эль Каминито дель Рей», что в переводе «Королевская тропа». Вот этот туннель 1,5 километра? Вот таким вот образом. Только это для пешеходов. А я так ехал на мотоцикле во Франции на балконной дороге. 37,5 градусов. Новый рекорд, который установлен. Вот это монастырь какой-то или церковь. А там, скорее всего, какие-то отшельники, что ли, живут. Блин, ну тут красиво. Реально красиво. Так как мы двигались не туристическими дорогами, и ты проезжаешь под слоями жизнедеятельности древних людей и нашей планеты. и не как все нормальные люди с Малаги, до которой, кстати, здесь всего 40 километров. Приезжайте сюда, тут реально круто. И именно заезжая с Малаги, можно сразу попасть к самому старому водохранилищу – Конде де Гвадалорес, которое было построено в 1921 году. Показывает, что в 8:56 мы должны приехать в Рондо, но мы пока ничего там не бронировали. Я думаю, что все будет хорошо. Так что едем, друзья. Дальше также решили ехать через еще один природный парк Сьерра де лас Ньевес, но Гармин упорно пытался меня развернуть. Уважаемые разработчики Garmin, посмотрите, какие красоты кругом. Нахрен мне ваша автомагистраль?
Куда приятнее вот ехать вот здесь, когда нету машин и кругом такая красота. Дорога А-366, которая проходит через этот парк, она завораживает. Она проходит через перевал, высота которого 1800 метров, и спускается к уникальному древнему городу Ронда. Ты реально наслаждаешься этим всем. И каждый поворот добавляет тебе каких-то определенных сил, какой-то энергии. Это круто. И я думаю, что дочь моя хапанула этот кайф. А что она думает по этому поводу, она напишет в комментариях к этому видео. Не забывайте, друзья, мы движемся к океану. Наша цель – Атлантический океан. Наша цель – мыс Рока. И Катька сказала, что туда доедет по-любому. У нас тут возникла еще одна безбашенная идея, куда еще можно съездить. Если все выйдет, то это будет интересно. Забегая наперед, скажу, у нас все получилось. Друзья, мы приехали в аэропорт. Многие из вас могут спросить, какого хрена вы там делаете. Я сам, честно говоря, не знаю, что мы тут делаем. Но моя дочь, она говорит: папа, мы находимся на берегу Атлантического океана. А не слетать ли нам дальше? Это капец. А вот куда мы летим, пусть для вас это будет загадка. Не переключайтесь. Мы въезжаем в старинный город. Это когда-то был старинный виадук, по которому шла вода. А город действительно очень старинный. Прикольненький отель за 45 евро. За двоих вообще ракета. Сейчас хочу подняться на крышу. Нам сказали, что есть терраса. Мы живем где-то рядом от Колизея. А где он? Сейчас мы попробуем определить. Это древний город Ронда. Город, парящий над пропастью. Первые упоминания о нем – 6 век до нашей эры и непосредственно связаны с кельтскими племенами. Тут можно, в принципе, он сказал, брать все, что хочешь. Вау! Сколько тут всего! Вот его мы сейчас и возьмем. Самое главное, что вот здесь надо записать, что ты взял. Слушайте, тут можно было вообще не платить за этот номер, а просто вот тут прийти и спать на террасе. Вообще... Этот город находится на скалистом плато высотой более 700 метров. Он хранит множество тайн и легенд, в которые мы сможем погрузиться. Но все это мы увидим завтра.